Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Топливный кризис в Европе. Цены на топливо останутся высокими весь год, даже в случае перемирия на Ближнем Востоке. Но так ли шокированы европейцы, которые видели такие цены в ковид, в 20-м, в 21-х годах? Стоит ли радоваться высоким доходам российского бюджета, либо стоит переживать о снижении покупательской способности на нашу продукцию? Давайте вот с чего начнем. Итак, Норвегия, Дания, Нидерланды, да, я подсматриваю в шпаргалку, Лихтенштейн, Германия, Албания, Греция и Швейцария. Вот, это страны из первой десятки по дороговизне бензина. Берется 95-й бензин, составляется мировой рейтинг, и вот в первой десятке вот эти страны из Европы. Понятно, что там есть и не только европейские страны, например, там присутствует Сингапур, известный экспортер нефтепродуктов. Если что, Сингапур действительно один из крупнейших экспортеров нефтепродуктов. Но вот персонально местным потребителям это не очень помогает. Ну и на первом месте у нас Гонконг. Понятно, что это не страна, а регион Китая, но ввиду специфики ценообразования внутри Гонконга, несколько отличающейся от ценообразования внутри Китая, там в пересчете на доллары сейчас литр бензина обходится примерно в 4 доллара с небольшим. 4 доллара. Ну, все желающие могут взять, посчитать, сколько это в рублях, схватиться за сердце и сказать «свят, свят, свят». Что касается вообще первой десятки, то у всех стран из, э, из нее цена бензина выше 2 долларов за литр. Более того, если мы посмотрим даже первую двадцатку, то у них у всех будет больше 2 долларов за литр. Понятно, что для Европы конкретно доллары это не совсем актуальная валюта. Там надо смотреть в евро. Если мы посмотрим в евро, то мы увидим, что цена бензина несколько ниже пока что пиковых значений 2022 года. Тут я вынужден Максима поправить. Во времена ковида там наоборот были довольно низкие цены. Потому что у них в Европе гораздо более прямая взаимосвязь между ценой сырья и ценой конечной продукции, из этого сырья получающейся. Еще более прямая взаимосвязь в Соединенных Штатах. Кстати, о Соединенных Штатах. По-моему, там сейчас 1 доллар и более 10 центов за этот самый литр моторного топлива. И вот мы с вами вот посмотрели Индию, Либерию. Ого, куда же делись наши Соединенные Штаты? Ну да, действительно, вот у Соединенных Штатов более 1 доллара и даже 13 центов в среднем цена бензина. Понятно, что есть отдельные регионы, где цена выше, есть регионы в Соединенных Штатах, где цена ниже. Это уже зависит от налогов. Ну и, собственно говоря, в самой Европе тоже цены отличаются. И вот самая дорогая из стран Европы — это Норвегия. Хотя, казалось бы, Норвегия — это страна, экспортирующая нефть. Это страна, где на душу населения примерно в 35 раз больше нефти добывается, чем в России. Как может быть в Норвегии цена выше, чем, не знаю, там в Германии, которая эту нефть, наоборот, импортирует? Ну, вот так вот. Так, такова специфика местного ценообразования, которая зависит не только и не столько от цены энергоресурса, от цены сырья, который используется для производства моторных топлив, сколько от налогов. Но для Германии, для там, Лихтенштейна, Италии и прочих, Португалии, Финляндии, Франции, цена моторного топлива в большей степени сейчас зависит не от налогов, но от цены нефти. Нефть подорожала до отметок более 100 долларов за баррель, при том, что на самом деле проблема не только в цене, но и в доступности этого самого сырья, из которого нефтепродукты должны получаться. Кроме того, часть нефтепродуктов Европа все-таки импортирует. И когда мы говорим про Европу как импортера, мы должны опять же вспомнить о том, что крупнейшими экспортерами после Соединенных Штатов и России
а Россия второй по величине экспортер нефтепродуктов в мире, это я говорю для той части нашей аудитории, которая только-только к нам подключилась и не в курсе того, что ну, мы не только сырьем торгуем, мы второй по величине в мире экспортер нефтепродуктов. На третьем месте находятся Объединенные Арабские Эмираты. Далее у нас там идут Кувейт, Саудовская Аравия, Индия, Сингапур. Ну, в общем, да, Китай еще присутствует. Не все эти страны являются нетто-экспортерами. Ну, например, Китай является нетто-импортером нефтепродуктов. И проблема этих стран в том, что, кроме России и Соединенных Штатов в данном случае, что эти страны либо зависят от кризиса в Ормузском проливе как поставщики, ну просто они не могут поставлять нефтепродукты не просто в прежних объемах, они в принципе не могут поставлять нефтепродукты на мировой рынок, ну в том числе в Европейский Союз. Либо они в большей степени зависят от импорта нефти, и в таком случае, например, Индия не может в полной мере обеспечивать тот же уровень экспортных поставок, который она обеспечивала ранее. Просто потому, что для начала нужно обеспечить внутренний рынок. Внутренний рынок Индии потребляет где-то 4,5 миллиона баррелей в сутки. Понятно, что сейчас будет меньше, просто потому что межсезонье, пока только-только там только-только начинает восстанавливаться спрос после такой зимней спячки, но тем не менее, даже если мы скажем чуть более 4 миллионов баррелей в сутки, это все равно огромная величина, которая, ну, так мягко, опять же говоря, не берется из ниоткуда. А учитывая, что для той же самой Индии крупнейшие поставщики внешние – это Россия, понятно, вопросов тут нет. А это Ирак и Саудовская Аравия, то вот к Ираку и к Саудовской Аравии вопросы есть, и притом вполне очевидные. Они могут поставлять нефть? Ну, очевидно, нет, не могут, по крайней мере, не могут поставлять в прежних объемах. У Ирака проблем даже больше, чем у Саудовской Аравии. У Саудовской Аравии проблем чуть меньше, просто потому что у нее есть возможность перебрасывать часть нефти через Красное море, через порты в Красном море. Там есть, конечно, сейчас некоторое обременение со стороны хуситов, которое может обостриться в отношении Саудовской Аравии. Но, с другой стороны, есть Суэцкий канал, в сторону которого можно отправить танкер. И да, по очень длинному маршруту в обход Африки эту самую нефть отправить вот по такому крайне нерациональному маршруту в ту же самую Индию. Можно так сделать? Ну, теоретически можно. Правда, плечо подвоза в данном случае в Европу короче. Ну, просто потому что вот Красное море, вот Суэцкий канал, вот Средиземное море, а вот вам и Европейский Союз. Везите туда. Но тут уже вопрос о конкуренции за вот эти вот все объемы возникает. И возникает вопрос, который у нас последние пару дней довольно активно обсуждался в соцсетях, а именно вопрос мер, которые предпринимаются европейскими правительствами для снижения последствий вот этого кризиса. Ну, так, в частности, они начали снижать различного рода налоги, сборы, то есть они стараются снизить ту часть цены конечной, на которую они могут повлиять. Нечто подобное, кстати, делали у нас в 2018 году, когда из-за целого сочетания факторов произошел резкий рост цен на внутреннем рынке моторных топлив в мае, и перекинулся он потом на июнь, этот самый резкий рост. И вот в июне было принято решение сократить акциз, который вырос в начале 2018 года и должен был вырасти еще и 1 июля того же 2018 года дополнительно. Но вместо роста 1 июля, наоборот, произошло сокращение раза в полтора. Это стабилизировало цены, кроме там прочих мер, которые тоже принимались. Но это, опять же, это вопрос о том, а насколько велика налоговая доля в цене моторного топлива. Учитывая реакцию рынка в Европейском Союзе, мы можем заметить, что, наверное, ну, если бы мы не знали, какова там доля, мы могли бы предположить, что доля хоть и велика, но она не доминирует в цене продукции. И да, если мы начнем разбираться, мы обнаружим, что действительно налоговая составляющая относительно невелика. Кстати, а давайте найдем наших любимых деятелей из, ну, к примеру, Венгрии. Потому как, ну, все знают, что в Венгрии очень дешевое моторное топливо, очень дешевый газ, вообще все очень дешевое, потому что Венгрия дружит с Россией, и именно поэтому у нее все дешево.
Ну, так вот, сейчас у Венгрии примерно 1 доллар и 80 центов, если мы в долларах считаем. Это стоимость моторного топлива вообще. Прошу прощения, не стоимость моторного топлива вообще, а стоимость 95-го бензина конкретно. Но да, это меньше, чем в Германии, это меньше, чем в Италии. Но Италия, в принципе, всегда славилась высокими ценами на бензин. И это, опять же, было связано с более высокими налогами. Однако, доллар 80 центов. Да, там чуть-чуть ниже, но я позволю себе округлить. Потому что если мы скажем, что ну не доллар 80, а доллар 77 центов, ситуация не очень радикально, не очень сильно изменится. И вот возвращаясь в Европейский Союз и отвечая на вопрос Максима, мол, привыкли ли они, эти вот люди, нормально ли им? Ну нет, очевидно, ненормально. Иначе бы руководство стран Европейского Союза не занималось бы тем, чтобы ну, пытаться как-то загасить вот этот разгорающийся пожар. Просто мы давайте снизим немножко налоги, давайте где-то прикрутим. Это не поможет. Это не поможет справиться с нехваткой сырья, это не поможет справиться с нехваткой импортных объемов нефтепродуктов, это не поможет справиться с мировым ростом цен. Ну и тут, наверное, стоит захлопать в ладоши. Мы ведь уникальная страна. Кстати, без шуток, мы уникальная страна в текущей ситуации. Мы являемся нетоэкспортерами всех энергоресурсов, которые только можно вот вообразить себе. И в то же время мы являемся независящей от Ормузского пролива страной. То есть мы можем поставлять нефтепродукты на любые, ну, в меру разумного, на любых направлениях, в тех же объемах, в которых мы поставляли их ранее. Ну и то же самое про нефть. Но тут проблема, если мы говорим про Европейский Союз. Европейский Союз запретил себе покупать наши нефтепродукты и скоро должен запретить покупать нашу нефть. Да, конечно, полный запрет произойдет только в 2027 году, притом ближе к концу года. Но даже сейчас туда, в страны Европейского Союза, шли лишь примерно 9,5 миллионов тонн нашей нефти. Поэтому те деньги, которые мы получаем, сейчас эти объемы не идут, потому что Украина не пропускает эти объемы через свою территорию, в Венгрию и в Словакию, рассказывая о том, что ой, не-не-не, у нас тут ой-ой-ой, у нас тут все поломано. А когда венгры и словаки говорят, а можно посмотреть? Не-не-не, смотреть нельзя, там такой ужас, вы не выдержите. Так вот, при текущих ценах на наших дружественных рынках, это еще раз, это не Европейский Союз. То есть мы не наживаемся в данном случае непосредственно на Европейском Союзе. Опосредованно, да, наживаемся, но непосредственно нет. Текущий уровень цен вполне достаточен для поддержания текущего уровня спроса. Но мы же говорим о проблеме не только ценовой, но и физического дефицита, который оценивается, кстати, тут Международным энергетическим агентством, вообще в 11 миллионов баррелей. Это непарируемый дефицит, который будет давить на цены, цены будут расти, под давлением высоких цен будет падать спрос. Поэтому чем выше цены, тем больше мы в моменте получаем денег, ну, как государство, как страна, но это обвалит спрос, вместе с ним упадут цены, и выручка упадет. Тут, правда, можно задаться вопросом о работоспособности инфраструктуры добычной, транспортной в тех регионах, которые сейчас не могут экспортировать нефть и нефтепродукты. Но я думаю, такого рода разговоры это немножечко для другой темы. Ну а на сегодня, дорогие друзья, все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, подписывайтесь на наш канал в Макс, подписывайтесь на Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках, без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч.